Какой чудесный день. Какой чудесный пень. Какой чудесный я. И песенка моя, я. Миха, ну скажи, какие у тебя впечатления? Да бля, хуево, у меня руки как у обезьяны по колено вытянулись, блядь, от этой кубки, блядь. Жду весну. Больше я, кстати, не поеду, я ебал рот. Вот такие вот хироборины упасы. Ночью с крыши. Если вот такие била, блин. Что ты там делаешь? Не знаю, сейчас сфоткаю Кого? нас. И напишу, кто куда, а мы копать. И выложить сторис на Инстаграм. Кто куда, мы копать. Да. Да, фраза сегодняшнего дня походу. Всем здорово. Мы снова на том же месте ждем Михаила. Сейчас он вылезет из своей гетто-ташки. Сразу коллажом нахуй, да? Ништяк. Начинается замечательный день, еще утро совсем. Солнце еще не вылезло из-за туч. Солнце выходит из-за туч. Да, Витал выходит из тачки. Съемочная команда в действии. Погодка сегодня обещает быть прекрасной. А сегодня сильный ветер, походу, будет. Так что, если что, за качество съемки наше особо не ругайте. Утро, короче. Воскресенье, февраль месяц. Пойду вон на горку заберусь, покажу вам. Вот. Солнышко выходит вообще. Если сегодня будет солнышко целый день, это будет круто. Вот. В общем, ждем мы Михаила. И сейчас погоним копать. Кто куда, а мы копать. Он Витал с горки хотел съехать, не получилось. Вот наш таз, наш боливар, гонка, зеленая бестия, рабочая малышка. Все, короче, перегружаемся. Почему Hello. мы-то еще вчера смотрели. Тихо тоже мне с утра звонит, говорит, типа, там я дорогу, тропинку нашел, там, в метрах все. Сидел, мерял линейкой. Фама. Ветра не должно быть. Да наоборот, сегодня ветрище, блядь, обещает до 17. После 3. Ну да, я тоже говорю после 3. Так это после 3 будет 19. Это после 3 вообще 9 написано. Сейчас, короче, до часу будет 2 метра в секунду. А мне кажется, вообще ветра не должно быть. Там деревья вокруг.
ветер. Перепалкивай. Че? Ну где ключи-то? В портфеле, наверное. Если так уже больше. Хоть он и маленький, блядь, были моменты, так же сливали и вообще не было так. А тут я достаю свой скоря нахуй из багажника. Сейчас 3 минуты откапываю. Как-то мы приехали в гараж, блядь, а у нас замерзли ворота, блядь, а надо было срочно их открыть. Блядь, и опять приходит санитарь нахуй на помощь из моего багажника. Вот он, блядь, лежит шутяра. С оранжевой, блядь, зарезиненной ручкой. Длинный, сука, тяжелый, блядь, но зато охуенный. Я еще за своей лопатой сбегаю. Я не смог даже. Да я понял. Рамос. Путь дорогу, господа. Сегодня, короче, у нас на обед нахуй и не я не ем. Да как тут нормально? Мистер Папай. Все, погнали, мы идем. Все, погнали. Мы застрижем это все вместе. И, блядь, Получится совместно. шикарная смесь. Саня вчера отдал очень камеру нахуй. Мы вчера клеили объявление, он уже снимал нахуй. Вот типа, едем. Клеим объявление. Блять, сегодня денек просто охуительный. Охуя, вчера день вообще был. Я думал, все, пиздец, весна пришла нахуй. Только что я вот утро шел. Ой, так вот, в сочетании, да, все признаки были, которые, блядь, вот прямо, которые, когда ты видишь, сразу же понимаешь, что весна пришла, блядь. Вчера было тепло, нахуй, солнышко светило, еще и птицы пели. Хуя, пропустим узбека, Сека, покажи, что он пойдет, нет? Хуя, что-то он нерешительный какой-то. Ебать, бедняга, нахуй. Да, уже привык в сапогах ходить, это просто пиздец. Поначалу я как медведь, нахуй, был, блядь. Одной ногой 3 педали все нажимал, блядь. Ну как бы это правилам повернуть? Машин-то хули нет. По правилам просто прямо Просто закрываешь глаза нахуй и переезжаешь. Побольше газу нахуй. Ну это не всегда работает. Заебали вы со своими пуцами, вылет, мне нужна забойная музыка, чтобы я разогрелся нахуй. Для копа я. Сегодня, блядь, рассчитываю на царское серебро. Бля, надо вот сюда вот поставь себе под камеру, вообще было. Я что-то, кстати, вчера Сане, когда камеру отдавал, не мог найти крепежа, блядь. Вообще никакого. Он у меня последний раз вместе с крепежами все забрал, я точно помню. Там у тебя еще такая коробочка была, на ней водник нарисован такой. Ну, кто-то на доске, короче. Не водник. Там не водник. Я думал, другой водник. Да я тоже думаю, еще улыбнулся и смотрел, откуда у меня нахуй такая сумма. Батарейки я старые смотряги отдал, которые со старых. Гриша штаб. А, это этот 1С-овец? Да. 1С-овец. Ебучий микрофон отвратительный на этой камере. Как из банки. На ебучую петличку перепаивать. Я видел в интернете видос. А ну тогда да, можно. Там дырку сверлишь в корпусе. И нормальный микрофон типа достанешь. Ну петличку с китайскую за 150 рублей покупаешь, она охуенно же записывает. Лайфхак для режиссера это. Оператора, да. Что это за звук был? Это у меня обновление. Пришли на Subway Surfer, пацаны. Надо срочно домой, пацаны, обновляться нахуй. Блять, эта хуйня самая интересная. Не О, Леха обновляться. едет. Кто? Леха проехал. Самое интересное, что эти ебанутые долбоебы Subway Surfer, ну как долбоебы, они обновляются по своему времени америкосовскому, а это обычно ночь хули у нас. Все, убери руку, я не вижу нихуя. А что, мы боксом за кофем, что ли? Хуёфем, ёптать, у меня этих нету нахуй. Перчаток, я же тебе сказал, у меня есть. А, да ладно. Ну ты, конечно, Сергей, Я блядь. тебе отъезжали от дома, только что сказал, за что, говорю, у меня одноразовые перчатки есть, говорю. Опа, с ручничком. Блядь, зато развернулись охуительно быстро, блядь. Шакалы, блядь, паршивые нахуй. Как вчера день, я вчера ехал вечером за шаурмой, блядь, у Сурена такая охуенная шаурма. Блядь, мне понравилась ебически, блядь, и 140 рублей свиная. Вот это ебучее мясо у Сурена называется. За Сурена не слыхал. Мясо пиздата и шаурма охуенная. И я ехал, когда это по Покровской дороге. Я выехал на Покровскую, как раз с той стороны солнце садилось. И дорога мокрая, блядь. Ебать, я чуть не ослеп нахуй. Я там так блестело все, это просто пиздец. Я
только что понял, что я так жрать хочу, это просто жена. Сегодня пельмени еще с утра ебанули. Да, я пельмени. Сколько? 27. 27. 27 пельменей. Пол пакета, обычно он по 12 там, знаешь, у него... Да какие? Меньше 25 не ем. Да что ты мне говорил, ты на работу по 12? 20-25 штук всегда на работу беру. Я вообще ни разу, у меня меньше 20 пельменей я не ел. Какой песик-то красавец, девочку, то красиво. Да, обязательно надо ему что-нибудь купить. Что-нибудь сейчас купим тебе, красавица. Красавица, она рыжая лисица. Все, сейчас, сиди, сиди. Сейчас тебе покушать вынесем. А сырой хотели? А, нету, да? Давайте кошачий попробуем. А давайте кошачий, да, попробуем. А любого без разницы. Ты это выбрал что-нибудь? Выбрал что-нибудь? Я не выбрал действительно. А, даже пирогов нет? Пирогов он только там с йогурт Клубничный. А что, сегодня и пирожков нет у вас, да? Вообще нету ничего. Бананов, что ли, взять? Не, я так не смогу. Я тоже так не знаю. Мне надо что-то покушать. А я пойду собачку покормлю пока. Покормить тебя пришел, красавицу тащу. Корма тебе. Корма. Треплет. Кушай на хорошо. Все, собака треплет. Пакетик. Да? Yeah. I got no. Упс. Упс. Что такое? Ключи закатились, вон лежат. Давайте я еще придумал, чего я поем. Какую-нибудь булочку бы мне. Булочку ему какую-нибудь подайте. Даже парочку. Капец. Но они, наверное, еще не испортились, да? И баночку сыра. 115. Баночку сыра? Да. Баночку сыра. Хорошо оформил. Спасибо. Я в машине. Давай. Она еще хотит, Сергей. Еще давай. понятно, еще хотит я. Еще и зарядим. О, стоит, уши кверху. Зарядишь еще, ладно? А вот давайте вот булочку, он круглый. Ну, Витал, блин, полчаса собирает. Все равно не съешь. Я тебе дал. Пирожок съешь и все. Че, и на один зубок, да? Возьмите. Обязательно через кассу. Пройдемте на кассу. Зарядка не так делать. А, ну да. Ну сейчас погоди, тогда куплю уже. А то второй раз мимо кассы. Пирожок вот с яйцом. Давайте 2 штучки. Так, йогурт вы мне пробили, да? Бананов вы мне сюда не пробьете, да? Так, туда нам. Давайте тогда мне сникерс большой. Все, спасибо большое. А мне тоже 2 бананчика, свежайте, пожалуйста. Спасибо. Что значит хорошее утро? Как бы было хорошо, если бы каждый человек хотя бы в недельку тратил 20 рублей на пакетик корма для бездомного животного. В мире бы стало гораздо ярче. Можешь попробовать, Серега? Не, Мих, спасибо. Выглядит не очень, нахуй, но вкус вообще охуительный. Я даже охуел немного. Я не могу сладости с утра есть. Я могу, нахуй. Ладно, мы, короче, закупились. Провизией. Погнали копать. Собаку покормили. Все, ништяк. Просто охуенно в очках. Сверяемся с картами. Почти добрались до места. Он все равно не фокусирует, да? Ну да. Нам не видно. А и нельзя же ему фокусировать. Мы же местность не показываем, где еще. Проезжаем в старую деревню. Здесь все дома жилые. Солнце светит ярко. Прекрасный день. Какой чудесный день. Какой чудесный пень. Какой чудесный я. И песенка моя, я.
обречены на успех, нахуй, Да, сегодня, да. блядь. Да, блядь. Там тачка стоит. А, нет. Нет, можно так-то прямо через деревню ехать попробовать. Давай проедем. Расчистили мы стоянку. Вот она, стояночка у нас для тачки. Опа, как хорошо стало. Как родная вообще. Машина, главное, пролазит сбоку. Добрались мы до места. Покажу, куда идем. Бля, хуёк не курит. Я даже не обратил внимания. Так ты покатался, иди. Напряжение слишком большое. Все. Выправил? Нет. Может, это у тебя было так, ты не видал? Нет, у меня так не было. Ну, все, отпускай. Готово, что ли? Нет, тебе надо вот сюда, походу, да, саморез Да какой-то. не буду я сейчас ничего получать. Пойдем. Дорога длинная предстоит нам, короче. Полкилометра туда, короче, потом полкилометра направо, и мы на месте. И вот спустя каких-то минут 20 брели мы, короче, по непроходимому лесу. Мелкий, конечно, лес, но непроходимый вообще. Пацаны вон уже идут вперед. Вот там вот идет тропка, просвет. Налево, налево! Короче, мы уже рядом с местом назначения. Осталось пройти вот эту маленькую полянку. И выйдем на поле перед старой деревней, в которой было 29 домов. Была куча серебра. Короче, денек отменный. Солнце пробивает свои лучи сквозь веточки деревьев. Да, конечно, с лета здесь все изменилось. Не узнаем уже места, но вроде нормально. Вылезли куда надо. Вот уже в следах вода проступает. Здесь ручей должен быть. Да. Сугробы по колено. Первому идти очень сложно. Сейчас впереди Витал идет. Меняемся периодически. Нелегко это дело, короче. Дорогу пробивать. Все, ништяк, значит, мы на месте. Бля, здесь вот охуенное место походить, да? Да, вообще прикольно. Здесь по весне надо было выработать местечко. Ебать! А что тут такое? Вовремя сменились на более большой рост. Ну вот сюда, ну вот сюда. А, так ты по колее шел. Погода шикарная, еще раз повторюсь. Всем привет! Добрались мы до деревни. Вот в этой деревне было 29 домов. На данный момент, вот я не знаю, впереди, если видно, один домик вот здесь вот стоит. То есть всего 2 дома осталось. И один, да, вот здесь вот. Дорога была очень долгой по сугробам, сугробы по колено. Я только что шел первый, Миха меня сменил. У меня просто сил не осталось. По следам идти более-менее. Назад, слава богу, пойдем по следам. Я с ними полностью солидарен. По месту говорят, что здесь и так видно, то что место старое, и дома здесь стояли раньше. И там поваленные березы старые, пригорки. Даже зимой видно кучи домовые ямы. Вот здесь их целая куча по всему полю домовых ям. Место очень перспективное. Летом мы здесь были, обходили его с той стороны по краю. Там и серебро таскали. То есть на самой деревне нас не было. Потому что мы попали сюда осенью, под конец сезона. И началась зима, покопать не успели. Но этой весной мы здесь дадим жару. Раньше здесь реки текли, притоки реки Юга. Вот, кстати, еще, да, одна домовая яма. Не, да понятно, фига 29 домов, куда же они все подевались-то? Вот ям целая куча от них и осталась. Вот как раз они вот так вот и стояли, мне кажется, вдоль вот этих, блядь. Вот это, вон та яма, нахуй, где деревья растут. Так это только 3 ямы, ёпты. Здесь, по сути, еще 27 ям должно быть, потому что осталось только 2 дома. Я камеру включу.
Не, в самом доме давненько никого не было. Да, дверь подперта и заперта. Так вот этот дом единственный и дымил в то время. Так она вот так вот идет, вот так вот. И вон туда уходит, и куда туда идет. Нефиг делать. Там котяра сидит. Не получилось у нас привальчик в доме устроить. Что-то там такое. Что за штукенция? Уйду! Решили мы устроить привальчик, короче, в сарайке вот этого дома. А я пока тестирую старые лыжи. Сега лыжи себе нашел. А он у Михада, вон. Вон еще одни лыжи стоят. Бля, третьих-то нету? Нет, так А, вы можно щас на вернули. одной, как на сноуборде. Мы бы их вернули. Вот, короче, так вот мы приехали. Это кирпич такой. Это, блин, что-то большой камень какой-то. Вот пока из находок только вот такой вот камень. Капец. Вот такой вот камень. Миха, короче, чистит вот здесь вот. Ну ладно. Да. Вот, бля, прибор вон там у меня остался. Короче, вот там это какие-то дома старые стоят. Но походу в них кто-то иногда бывает. Метамфетамин варят, походу. Иногда. Мы, короче, так не стали никуда прорываться. Ничего не ломаем. Вот. Сега уже тут пробивает сигнальчики. Вот такие вот пока вылетают с их сходу кирпичи. Ну, прикинь, если он с надписью. Нет, обычный красный кирпич. Сега копает. Миха копает. Я пизжу. Ништяк. Короче, дернул Сергей монетку. А я так Еще не посмотрели, что такое, да, Витал гвоздик дернул. уже выкинул его. Да, уже выкинул. Короче. А может это вообще ходячка какая-нибудь? А не, совет. Наверное, 2 копейки. Да, 2 копейки. 1940 года. Уже находка. Копаем дальше. Ну, покажу это, сколько показывает. 12. Ну это может, блядь, и гвоздь какой-нибудь. 12-30. Ага. Такой спорный сигнальчик. Прыгать сильно, да? Ну да. И тоже это может быть. Вот сразу же с первого хвата. Все, давай смотрим, что там. Ну давай. Может крестик какой-нибудь. Что? Совет. Блядь, хоть сказать нахуй, я бы сразу же, как начал копать, блядь. Все, выкидывай это. Сейчас, вот этой руке. Что ли? Кольцо снял? Нет, У него кольцо на пальце. блядь. Ну я сигну-ка, погоди, давай сигнал найдем. А тебе свой раз уже пощёл. Да. Не, ну сигнал остался здесь. Сразу заебал. Я так охуел сначала. Все шло к монете, да? Вообще прям пиздец, прям звук такой охуевший. Ух, блин, чуть не упал. Хожу, короче, мну землю. Сейчас тоже проверять буду. Че там? Что-то вон я вижу, там что-то лежало, я видал. Это походу царская Да, пуговка. пуговица, с орлом, короче, вообще. Да, вообще нормально. Гирька? Да Нет, царская. Орлянка вот эта. Вот это... Она еще вон, видимо. Там так-то надписи должны быть изнутри еще, возможно.
Да, скорее всего, есть. Но сохранчик у нее Ну, такой. потреб чистую эту рукавицу, по-моему. Да, сохранчик вообще идеальный просто. Смотри, она терлась прям как это стала. Да, Миха, вообще сохран идеальный. И ушко на месте. Только Да. в земельке. Оп, находочка. А я думал, этот фундамент, короче, советский. Вот советик выпал только что мне, как увидели. Ну и того повезло побольше. У нас Хорошую пуговка. пуговку копнул. Дядюшка Орляныч. Можно глянуть? Бля, там есть что-нибудь, какие-то познавательные знаки? Это все. Орлянка такая приятная штука, вообще пиздец. Мне больше, чем монеты они нравятся. Согласен. Мне тоже вообще всякие находки, типа пуговиц клевых. Или крестиков хороших. Это, кстати, редкость. Там еще вон веревочка, да, какая-то еще. Да это не это, деревяшка. Надписи-то изнутри есть. Сохранчик-то вообще бодренький. Да. Что написано, что-нибудь? Бо. СГБ. Что-то там. Да, СГБ. Целенькая, блядь. Целенькая. Вообще заебись. Мне очень нравится. Поздравления. Ей. Вот Шурфим, продолжаем. Стабильный 40. Это пятак, ёптать. Но стабильно Это бьет дядюшка 40. пятак может быть, ёптать. Ой, я тут 44. кирпичей. Да, я вот сюда сейчас. Сигнал хороший. Сигнал. Со всех сторон 44, 40. Это в яме Ого, как сигналил? 46. Или это ты только что выкопал, он не сигналил? Вообще не проверял, просто копал и все. Пошла тема, ёптать. Не, вот в этом, да, комочке. Нет, нахуй. Нет. Еще раз. Или банка. Да не, наверное, вряд ли Уже банка. рядом, уже 2 стрелочки, не 3 показывают. Вон он, мне кажется. Нет, вон он, вон там не оно лежит. Ой, если сейчас Николай, ёптать, я вообще охуею. Вот здесь. Так летал, это ты с леталовским прибором-то, а твой-то что показывает сега? Я не смотрел. Можно твоим проверить? Не надо пока. Ну, бля, чисто для интереса ты можешь знать по своему прибору, что это такое. Ну-ка, Серхио. Только качество будет хуже. Ну хуй с ним. Сега, давай нахуй, скорее, либо Короче, все-таки нашли мы подляпал этот я. сигнал. Вот Да. монетка. Возможно, царская. То есть, Не, это совет все-таки. Да. Все-таки не царь, да. Но я же говорил, на советский фундамент пришел. Это 10 копеек щитовичок, короче, это. Год пока не могу сказать. Но это 100% 10 копеек щитовик. Сейчас, может, попозже почищу, покажу. Продолжаем шурфить. Монетки есть. Итак, мы продолжаем копать. Миха там покопал, ему не понравилось, там сигналов нету. Пошел в нашу сторону. Только с другой стороны пойдет сюда. К нам. Сега тут выкопал ямку, куча кирпичей. И я копнул монетку. Вот, смотрите, монетка. Отлично, советик. 2 копейки 38-го года. Блин, жалко, что не 3 копейки 38-го года. Расскажешь? Я думаю, может, ты хочешь рассказать? Шли мы, короче, через лес, вот здесь вот по пояс сугробы. Миха, говорит, 2 раза чуть ноги там не оставила. А оказывается, назад была хорошая тропинка, короче, справа. И в этом весь прикол. Закончился, короче, сегодня шурф. У Виталика царская пуговка и монетка. Да, и у меня 2 монетки, 10 копеек щитовичок и 2 копейки 1940 года. Ну так как есть туда хорошая тропинка, блин, реально мы столько прошли, просто ужас. Но там есть тропинка, и мы обязательно вернемся в ближайшие дни сюда. Вырули.
Миха, ну скажи, какие у тебя впечатления? Да бля, хуево, у меня руки как обезьяны по колено вытянулись, блядь, это рейку. Жду весну. Да больше я, кстати, не поеду, я ебал его. Только теперь по полям. Ебал я в рот.